Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Это видео сегодня будет посвящено планированию, и я вам расскажу о трех основных нюансах, которые помогут эффективность вашего планирования увеличить в разы. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, пересылайте это видео друзьям и знакомым. Итак, три основных нюанса, которые помогут резко в разы увеличить эффективность планирования с помощью колеса жизненного баланса. Первое, вы пишете ожидания от того результата, который вы хотите получить. Второе, вы пишете эмоцию, которую вы хотите получить от достижения этого результата. И третье, вы расписываете, какую пользу принесет достижение этой цели прежде всего вам, и второе, окружающим, как будет полезно достижение этого результата. Сейчас я эти моменты постараюсь рассказать подробнее. Итак, колесо жизненного баланса представляет собой круг, на котором начерчено 8 сфер. Эти 8 сфер отражают основные наши потребности, основные сферы, где бурлит наша деятельность, к чему мы стремимся, чего мы ожидаем, что с нами происходит. Это все специально разделено на 8 частей. 8 частей дают нам возможность сконцентрироваться на каждой сфере и получить желаемый результат. Для того, чтобы желаемый результат был больше совпадал с вашими ожиданиями, нужно сразу в начале года делать планирование своих целей по мере того, как вы проживаете этот год, насыщенно или не насыщенно, можете добавлять какие-то цели, можете откладывать какие-то цели, можете убирать какие-то цели. Это все достаточно малодинамичная, скажем так, процедура, но когда вы начинаете управлять целями, и когда вы анализируете достижения целей, вы, ответив на вот эти три вопроса, то есть уделив внимание этим трем нюансам, сразу резко повышаете эффективность достижения цели, потому что ответы на эти три вопроса дают вам возможность в первую очередь привлечь кого-то к решению этой задачи на определенном этапе. Второй момент – привлечь необходимые ресурсы, когда чувствуете, что вам нужно переключиться на другую цель, то есть часть задач вы можете делегировать, вы ощущаете, что вы это делегируете, но при этом не теряете качество получаемой цели, может даже от этого ваше эмоциональное состояние может резко улучшиться от того, что вы делегировали, и может даже через некоторое время, примерно через год, от такой практики делегирования вы заметите, что вы будете получать дополнительное удовольствие от делегирования. Почему? Потому что вы уже начали достижение этой цели, вам уже понятно, что риски сведены к минимуму, и тот, кто подхватит эту проект и заразится вашей целью, даст вам тот же самый результат. Поскольку очень многие задают вопросы, что нам удобнее конкретно каждую сферу рассматривать, давайте я пройдусь по каждой сфере колеса жизненного баланса и расскажу, как эти три нюанса могут быть применены, потому что в этом видео вы можете уже ориентироваться на подсказки, то есть если вас интересует в данный момент какая-то сфера, вы нажимаете курсор туда, видео переключается на эту тему, и вам не обязательно, допустим, смотреть это видео до конца. А тем, кто досмотрит это видео до конца, ждет еще один секрет планирования, о котором я расскажу в конце видео. Итак, начинаем мы со сферы яркость жизни. Яркость жизни – это то, как мы воспринимаем полноту жизни, как мы умеем пользоваться ее возможностями. И я вам немножко расскажу о миссии яркости жизни. Яркость жизни – это те возможности, которые вам предоставляются в этой жизни, в том месте, где вы живете. И поверьте мне на слово, вам жизнь предоставляет огромное количество возможностей. Но в силу того, что эти возможности вам не нужны одновременно сразу, в разные моменты жизни вы эти возможности начинаете ценить. То есть, когда возникла необходимость, тогда вы начинаете и ценить эти возможности. Итак,
первый нюанс в яркости жизни, то есть какой конкретный результат вы хотите получить. Если мы коснемся самой простой, как бы, ну, самый простой нюанс, который есть в этой как бы сфере, это состояние 0,4, это место, которое вас вдохновляет, период времени, который вас вдохновляет, состояние 0,4. Вы можете при планировании своего отдыха, путешествия сразу заранее спланировать тот результат, который вы хотите получить. То есть, если для вас важно выехать из места, где вы постоянно работаете, где вам уже эта местность, этот город, этот населенный пункт уже вас так чуть-чуть эмоционально истощил, вы перемещаетесь, как говорится, в место, которое дает вам силы и возможность успокоиться, восстановиться. Ну, вот такой вот и результат описывайте. И самое главное, вовремя выехать в отпуск и вернуться, скажем так, заранее, чтобы у вас было в запасе 2-3 дня для того, чтобы вы плавно перешли к отдыху. В состоянии 4-8 вы уже сами в тех местах, где вы находитесь, создаете ту атмосферу, которая как бы это помещение, этот населенный пункт заряжает каким-то оптимизмом, верой в то, что нас ждут впереди только хорошие события. Здесь проще использовать второй нюанс, это именно эмоциональную составляющую, которая дает достижение этого результата, а этот результат это уже как бы вы, тот человек, который наполняет всех энергией, который наполняет всех энтузиазмом, это вот то состояние, к которому стремятся. Состояние 4-8 в яркости жизни достаточно сложно достичь. Это связано с проработкой предыдущей сферы, проработкой сферы духовного роста и творчества. То есть, как только вы проработаете свои духовные ценности, вам проще уже в сфере яркость жизни достигать такого состояния, которое, когда люди будут к вам тянуться за вдохновением, за поддержкой, ну и за помощью. Конечно, лучше, когда люди будут к вам обращаться за вдохновением, за той тонкой энергетикой, которую вы как бы дарите. То есть вы уже такой продвинутый человек, который дарит тонкую энергетику. Если люди обращаются к вам за помощью, вы человек, который способен за других взять на себя ответственность, решить эту задачу, ну, в этом тоже есть какая-то польза. И третье состояние, самое яркое состояние, 8-10, то есть неважно, куда вы попали, неважно, какая ситуация с вами случилась, вы всегда с ней справляетесь, вокруг вас объединяются единомышленники, которые тоже готовы решить эту задачу, вы становитесь как бы визионером. И быть визионером очень ответственно. Вы можете, как никто другой, сформулировать мысли и идеи, которые будут объединять общество, которое будет людям давать смысл жизни. Надеюсь, что вы придете к этому состоянию. Кстати, кто достиг такого состояния, пожалуйста, делитесь в комментариях. Это всем будет полезно. Рассматриваем следующую сферу духовного роста и творчества, рассматриваем нюансы, какое ощущение от результата я хочу получить, какой результат будет давать эффект. Второй нюанс – это какую эмоцию будет давать. И третий, очень рациональный мотив, какая польза от этого обществу. На первый взгляд очень сложно говорить, как духовные ценности приносят какую-то пользу обществу. Это на первый взгляд. Но если взглянуть как бы глубже, мы понимаем, что в начале духовного роста стоит ваше творчество. Это то любимое дело, которому вы уделяете внимание. Я надеюсь, что после просмотра этого видео вы своему хобби уделите повышенный интерес. Хорошо, что это хобби будет возрождено. Хорошо, что получится такая ситуация, что вы этим хобби сумеете заинтересовать своих детей, любимых, просто будете радовать окружающих. Итак, состояние 0,4 хобби вы занимаетесь регулярно. Здесь самое простое при планировании поставить какую-то себе конкретную задачу. Или вы это делаете, допустим, регулярно, или вы, допустим, занимаетесь моделированием, хотите сделать модель в течение года. Если вы занимаетесь, допустим, кройка, шитье, вязание, вы хотите там, для себя любимого, для любимого человека, мужчины, женщины, связать какую-то вещь, которая будет веять теплотой, которая будет веять
чем-то особенным, люди будут вспоминать вас и вас благодарить. И третий нюанс – это состояние 8-10, какая польза может быть от духовных ценностей. Духовные ценности – это проверенные традиции, проверенные обычаи, которые из поколения в поколение передаются. Они дают возможность сохранить силу духу, они дают возможность сохранить энергию. И польза в состоянии 8-10 заключается в том, что традиции передаются из поколения в поколение, и вы в состоянии 8-10 будете тем хранителем как бы традиций вашей семьи, традиций вашего рода, это может быть какие-то национальные традиции. Они будут сохранять все лучшее, что есть и было в жизни ваших предков, и в определенные моменты ваши дети тоже будут брать оттуда энергетику вдохновения, набираться сил. Почему? Потому что диагональ духовный рост и творчество, здоровье и спорт, я уже неоднократно повторял, это стержень, на котором держится как бы наша сила. Она аккумулируется физическая сила, аккумулируется эмоциональная, духовная как бы сила. Это дает нам возможность реализовывать те планы, приходить к своему предназначению, выполнять свою миссию на этой земле. Следующая сфера — карьера и бизнес. Здесь возможности для реализации становятся больше. Многие задачи являются однодневными, рутинными. И поэтому для того, чтобы понимать, сколько усилий необходимо прилагать, вот первый, самый главный нюанс планирования является, решает 80% задач в состоянии 0,4. Напоминаю, состояние в карьере и бизнесе – это ваш карьерный рост, это ваше движение по карьерной лестнице. И когда вы приобретаете такую способность ставить к задаче понимания, какими способами она может быть достигнута, то есть как результат может как бы выглядеть, если вы от коллег получаете, что такой результат является приемлемым для данной задачи, для данного проекта, тогда у вас получается все намного интереснее и быстрее. Следующее состояние – это 4-8, когда ваша квалификация, ваша экспертиза задействована в других сферах жизни. Здесь самое главное – выполнить работу так, чтобы у людей осталось некое эмоциональное переживание. Это может быть эмоциональное переживание легкости, виртуозности, это может быть эмоциональная поддержка, то есть люди понимают, что ваша экспертиза достаточная, но работу можно сделать скучным образом, работу можно сделать воодушевленным образом, то есть если вы сможете эту работу, где вас задействовали, сделать на энтузиазме, с вдохновением, вы оставите неизгладимый как бы след. В карьере и бизнес состояние 8-10 – это создание собственного бизнеса. Создание собственного бизнеса – это то, что вам в дальнейшем будет приносить предсказуемый, желаемый доход. Желательно, чтобы этот доход имел достаточно высокую наценку, потому что высокая наценка позволяет вам спокойно переносить риски, которые есть в этом секторе. И ответ на третий нюанс при планировании, то есть какую пользу будет приносить ваш бизнес вам лично и окружающим, дает вам возможность по мере того, как вы этот бизнес будете развивать, скорректировать его внутренние процессы. Это приходит как бы с годами. Тем, кто смотрит это видео в возрасте 20-30 лет, естественно, посещает желание хоть какой-то бизнес сделать. Но если вам уже 40-50 лет или больше, чем 50 лет, вы уже будете как бы понимать, что вас будет устраивать бизнес, который стабильный, надежный, который выдержит все как бы переменчивые времена. Так с возрастом меняется ваше отношение к бизнесу. Поэтому ценность этого видео заключается в том, что вы в каждой сфере, в зависимости от того возраста, в котором вы находитесь, в зависимости от пожеланий, можете менять свои ожидания к планированию. Это дает вам возможность легко и быстро принимать решения. Это дополнительный аргумент в пользу того, что
вы планирование с помощью колеса жизненного баланса будете делать гораздо эффективнее, чем ваши коллеги, потому что мы вам даем тонкие нюансы, проверенные методики, и эти проверенные методики обязательно вам помогут. В сфере денег в состоянии 0,4 мы планируем свой постоянный доход, его величину, возможности его увеличения, возможности продажи своей компетенции, через различную специализацию. Но если так говорить очень правильными словами. То есть, если вы размышляете над сферой своего дохода, вы всегда в течение года найдете возможности предложить кому-то свои услуги. Возможно, кто-то это предложение примет, или вы можете попасть в такую ситуацию, когда вас просто заметят и скажут, что за вашу работу могут платить гораздо больше. Вот состояние 0,4 вы формулируете самый простой вопрос, как свой постоянный доход чуть-чуть увеличить, какие действия для этого нужно предпринять. Итак, состояние 4.8 в сфере денег – это какие действия вам необходимо спланировать с точки зрения рекламы, своей экспертизы, рекламы своих услуг, рекламы своей продукции. Здесь мы задействуем эмоциональный показатель, какие ощущения я могу передать, когда буду рекламировать свои товары, услуги и свою экспертизу. Почему? Потому что в самом рекламном послании уже будет сформулировано ваше преимущество, ваша уникальность, ниша, в которой вы можете получить дополнительные возможности для заработка. Но вот эта вот энергетика позитива, энергетика вдохновения, именно вот состояние 4-8 будет вас очень ярко выделять среди других людей, которые тоже выбрали методику колеса жизненного баланса для того, чтобы каким-то системным образом изменить свою жизнь к лучшему. И следующее состояние, которое самое хорошее, к чему надо стремиться, это состояние 8-10 в сфере денег. Я уже повторюсь, наверное, вы можете посмотреть отдельный плейлист, который будет сформирован с темой денег. Состояние 8-10 – это какую пользу вы будете приносить, делая инвестиционные проекты, управляя другими деньгами для себя, для окружающих. И здесь самое ключевое – это какой опыт, какую пользу для себя вы из этого проекта извлечете. Пожалуйста, не забывайте про себя, про то, как этот опыт управления этими проектами будет лично вам полезен в ближайшем будущем, в долгосрочном периоде, как это окажет влияние на все сферы вашей жизни. Итак, переходим к следующей сфере. Следующая сфера – это сфера личностного роста, это такой вот трамплин для того, чтобы ваш опыт преобразовался в какие-то практические действия, в какие-то навыки устойчивые, конкурентоспособные. В этих видео, которых вы смотрите, нет очень сильной конкретики, вам нужно попытаться понять суть. Суть заключается в том, что вы, обладая навыками и талантами, структурируете эти навыки, ищете возможности повышения их конкурентоспособности и понимания, к какой цели вы стремитесь. Почему? Потому что если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь, мы на самом деле стремимся к тому, что лично вам нравится. Кому-то нравится город, кому-то нравится жить на природе, кто-то не хочет быть сильно богатым, кто уже богатый думает, каким же способом стать счастливым человеком. На все эти вопросы вы можете получить ответы, посмотрев наше видео, поэтому рекомендуйте своим друзьям подписываться на наш канал. Это видео вызовет определенное обсуждение среди ваших знакомых. Возможно, вы найдете в этом видео инсайты. В принципе, и наше видео предназначено для того, чтобы вы находили инсайты. И эти инсайты помогут вам сразу их реализовывать в вашей сфере, потому что задача инсайтов в себе открыть что-то новое, в себе раскрыть таланты, воспользоваться теми возможностями, которые у вас есть. А наша задача вдохновлять, собирать информацию по всему миру. Если вы поможете с этой информацией, пожалуйста, пишите в комментариях. И наш канал — это тема написана в
заголовки. Это как найти единомышленников. Единомышленников всегда легко находить, когда вы четко можете озвучить свои цели, задачи, ожидания от окружающих. Итак, в сфере личностного роста в состоянии 0,4 вы получаете знания. А в состоянии 0,4 ничего, кроме этой цели, вам не нужно. Вы погрузились в эти знания, понимаете, что творится на рынке. Это вам хорошо с точки зрения кругозора. Ничего не нужно делать, поэтому здесь очень простое ожидание. Это профессиональное образование и ваше личностное ожидание, которое мы формулируем как возможность быть эффективным во всех сферах. Вы можете сформулировать свою формулировку, которая вас устраивает. Переходим к следующему состоянию. Это состояние 4-8. Состояние 4-8 это состояние стабильное. В состоянии стабильном нам очень важно иметь свою эмоциональную составляющую, которая обладает положительной энергетикой. Состояние 4,8 это что мы из полученных знаний можем применить на практике в ближайшее время, в долгосрочной перспективе, или мы будем искать способы этого применения, если мы не можем это реализовать собственными силами. Для этого мы знаем, что начать нужно с поиска экспертов. Эксперты вам расскажут, чего можно достичь, и когда вы будете реализовывать что-то в любой сфере, и особенно в сфере личностного роста, вам нужно всегда преследовать цель найти единомышленников. Потому что когда вы поймете, что работая одновременно с единомышленником, двигаясь одновременно с единомышленниками, вместе с единомышленниками. Это гораздо интереснее, это больше эмоциональный подъем, это, в конце концов, прекрасное настроение и меньше рисков. Следующее состояние в сфере личностного роста – это состояние 8-10, это когда вы уже делитесь своими знаниями. И здесь, отвечая на нюанс, который мы озвучили в начале видео, то есть какая польза будет от этого результата для вас лично и для окружающих, это позволит вам уже планировать. То есть рассматриваем конкретно, вы обладаете каким-то жизненным опытом в какой-то профессии. Один раз в год вы решили выступить перед молодыми студентами. Если вы при подготовке к выступлению зададите вопрос, какая польза будет для вас, пускай это будет 2-3 формулировки, и какая польза будет для тех, кто это будет слушать. Когда вы напишете и ответите на вопрос, какая будет польза для окружающих, вы поймете, на чем вы хотите сосредоточиться в этом докладе, чтобы это был баланс определенных эмоций, которые вы пережили, которые можно достичь, и передача знаний, потому что люди в основном хотят услышать лично от вас, какие знания вы считаете полезными, которые им пригодятся, от чего вы их предостерегаете, чего не нужно делать, повторять. И больше всех интересует, как вы справились с данной ситуацией, каким инструментарием пользовались. Это будет для вас новым вдохновением. Переходим к следующей сфере. Итак, дорогие друзья, мы рассматриваем сферу здоровья и спорт. Планирование в сфере здоровья и спорта, оно подчинено тем же самым нюансам, о которых я говорил в начале видео. Первое – это состояние 0,4, где мы планируем конкретный результат в сфере медицины, то есть планово прошли обследования, смотрим регулярно за состоянием своего здоровья, в зависимости от того, в каком возрасте находитесь, придерживайтесь этого графика. График означает планирование. Состояние 4-8 в сфере здоровья – это занятие спортом. Я уже говорил, что планирование в периоде 10 лет означает, что вам нужно попробовать новый вид спорта, новый вид занятости. И здесь этот нюанс, какую эмоцию вы хотите получить от вида спорта, которым вы никогда не занимались ранее. Самое главное здесь выбрать квалифицированного тренера, и прозанимавшись новым видом спорта примерно 2-3 года, вы должны получить какую-то новую эмоцию, новое ощущение, которое будет вас наполнять и вдохновлять. Состояние здоровья и спорта, состояние 8-10 – это участие в соревнованиях. И здесь мы формулируем самые
для себя тот результат, как этот результат будет полезен для вас, для окружающих. Немножко философское занятие в сфере спорта, прописывать свои ожидания, ну, с точки зрения спортивного результата. Это может быть какие-то конкретные результаты, килограммы, километры, время. Если это командный вид спорта, это какое-то место, но если мы рассмотрим, какая польза от этого, не забываем про наших болельщиков, потому что болельщики приходят на соревнования для того, чтобы больше всего поддержать вас, ну и потом увидеть какой-то зрелищный вид спорта. На самом деле мы идем на соревнования для того, чтобы выразить свои эмоции, получить эти эмоции, почувствовать себя едином сообществе тех людей, которые осознанно заботятся о своем здоровье. Следующая сфера — друзья и окружение. Очень сложно здесь дается сфера планирования для тех, кто начинает работать с колесом жизненного баланса. Для тех, кто в колесе жизненного баланса уже продолжительное время, для них это легкий, пройденный этап. В первую очередь мы свое окружение делим на группы людей. Первая группа — это те, кто своими ожиданиями хочет поделиться с нами, в какой-то большей степени ожидают от нас какой-то поддержки, а иногда прямого решения какой-либо ситуации, видят вас спасителя. Это состояние 0,4. Здесь вам важно понимать, какой результат видит человек. Ну, если вы решите эту задачу, будет он совпадать с их ожиданиями, не с вашими ожиданиями, а с их ожиданиями, потому что вот ваши ожидания, как решить задачу и как хотел бы решить задачу человек, который обратился за помощью, это потенциальное поле конфликтов, поэтому я вам не рекомендую в состоянии 0,4 очень долго находиться. Почему? Потому что это всегда больше эмоций и мало действий. Конечно, самым лучшим решением будет совместное решение ситуации, когда вы разложите эту ситуацию на какие-то мелкие детали и дадите возможность человеку, разобравшись в ситуации, самому решить его. Следующее состояние, которое называется 4-8, это состояние стабильное. Здесь нам для себя нужно решить, кто из окружающих, родственников, друзей, детей испытывает радость, когда вы появляетесь, когда вы вместе проводите время, то есть какая эмоция будет вас сопровождать, какую эмоцию вызываете вы. Если напротив ваших знакомых, друзей вы пропишете эти эмоции, вы с удивлением обнаружите, что, оказывается, некоторые люди просто очень сильно радуются, когда вы появляетесь, некоторые люди очень сильно расстраиваются, когда вы появляетесь. Но это не повод с ними разрывать какие-то отношения, это всего лишь дополнительная информация для вас, что вам нужно придумать такой способ общения и взаимодействия, когда люди перестанут ожидать от вас чего-то непредсказуемого или неповторимого. Самое лучшее состояние в сфере друзья и окружения — это состояние 8-10, когда вы, используя нашу систему планирования, отвечаете на вопрос, чем вы полезны для своих окружающих, чем окружающие полезны для вас. И если вы находитесь в состоянии 0,4, я не рекомендую здесь отвечать на эти вопросы, потому что вас ждет небольшое разочарование. И когда вы находитесь в состоянии 4-8, или в состоянии 8-10, тогда вы на этот ответ ответите достаточно легко. У вас там будет исписанный весь блокнот, вся тетрадь, потому что человек, если вы будете находиться в переизбытке сил, переизбытке эмоций, у вас очень многие идеи, о которых вы раньше мечтали, будут для вас легко выполнимы, вы легко будете объединять единомышленников. Вот задача состояния 8-10 — это вы человек, который объединяет единомышленников для решения задач или мечты, каких-то мечтаний, о котором все раньше мечтали. Это может быть что-то полезное для вас только лично, или это может исключительно полезное для общества. Когда есть избыток сил, вы эту задачу решаете легко. Сразу рассказываю о нюансах, забегая вперед. Состояние 4-8 – это состояние, при котором вы экономите свои силы и ресурсы, которые вы задействуете,
ну, свои, чужие. Ваша задача выполнить проект или достичь своей цели, не растратив дополнительные эмоции. Состояние 8-10, у вас избыток ресурсов, избыток эмоций, избыток вдохновения, и вы можете задачу делать, ну, с максимальным эффектом. Там неиссякаемый источник энергии. Понятное дело, что этого состояния достаточно трудно достичь, но это вполне выполнимо, если вы будете практиковать колесо жизненного баланса в своей жизни. Итак, самая важная, последняя сфера. Тем, кто досмотрел это видео до конца, огромная благодарность, что вы с нами. Как я и обещал, я расскажу об еще самом главном лайфхаке при планировании семьи и отношений. Если вы находитесь в отношениях, самое главное в планировании перейти на следующий этап, когда вы будете чувствовать еще большую уверенность в своем партнере, любимом человеке, любимой женщине, любимом мужчине. Надеюсь, что вы когда-то решитесь назвать ваши отношения полноценной семьей. Тем, кто не хочет этого ждать и вы уже зарегистрировали свой брак, я желаю всего самого хорошего, вы на правильном пути. Безусловно, в вашей жизни будут какие-то вещи, которые невозможно предвидеть, события. Надеюсь, что это будут радостные, или это будут какие-то препятствия, которые вы преодолеете и почувствуете близость друг к другу. Итак, самый главный нюанс в сфере отношения семья – это ваша возможность влиять на окружающих. Мир так устроен, что мы живем в тесном контакте с природой, с окружающими людьми, и если мы не расширяем свои ценности, каким-то образом их не популяризируем, то мы вынуждены чужие ценности принимать уже на пороге своего дома. Поэтому я вам всем рекомендую еще раз возвращаться к своим мечтам, к своим ценностям и переходить из состояния 4-8 в состояние 8-10, когда вы делитесь своими ценностями, и вы получаете самый главный результат, вы получаете отклик единомышленников, таких же семейных пар или пар, которые находятся в отношениях, что многие вещи можно сделать сообща, отдыхать сообща, воспитывать детей сообща, обмениваться опытом, радоваться жизни. Итак, кто смотрел это видео, я желаю всем хорошего дня, у вас все получится.